Р. Речной трамвайчик. Вот сейчас мы на него сядем и на букве Р на речном трамвайчике проедем через весь центр Москвы. И вы увидите, как это интересно. Мы сели на речной трамвайчик около Киевского вокзала. Это очень интересное место, очень интересное здание. Здание Киевского вокзала было построено в начале 20 века. Это один из 10 железнодорожных вокзалов Москвы. За мной вы видите суперсовременное сооружение, целый квартал, он называется Москва-Сити. Москва-Сити – это московский бизнес-центр. Там есть все. Там есть экспоцентр, там есть бизнес-офисы, там есть бизнес-апартаменты или квартиры, но также там можно развлекаться, ходить в рестораны, которые находятся наверху этих башен, и там даже можно снять квартиру, если у вас есть деньги на это. Бизнес-центр Москва-Сити начали строить в 2006 году. Проект не закончен. Проект планируется закончить в 2030 году. Вы видите, он состоит из нескольких башен. У каждой башни есть свое название. Башня Федерация, башня Империя и так далее. Честно сказать, я там не была, но обязательно туда пойду и вам покажу. Чуть-чуть видно купола Новодевичьего монастыря, одного из самых старых монастырей Москвы. Он известен тем, что русские цари любили сюда помещать своих жен, которые им надоели. Ну, по-разному можно относиться к этому факту. А вот сейчас отлично видно новое здание Московского университета. Почему новое? Потому что старое находится в самом центре Москвы. Его построили в XVIII веке, а это здание было построено в середине XX века. Вот это большое высокое здание, оно называется главное здание Московского университета. Зданий такой формы в Москве 7. Москвичи их называют высотки, кто-то называет их сталинские высотки, в Европе их называют почему-то 7 сестер. Высота этого здания 32 этажа, оттуда фантастический вид на Москву. Напротив Воробьевых гор находится знаменитый стадион Лужники. Сейчас это целый комплекс стадионов. В 2018 году был здесь чемпионат мира по футболу, и к этому году тоже было очень много отреставрировано и построено новых зданий. Это называется метромост. Мы проплывем под метромостом. Он тоже был построен уже достаточно давно, и сегодня он ничем не удивляет. Но раньше то, что это мост через реку, и на первом этаже ездили и ездят сегодня поезда метро, а высокая дорога, высокая часть моста для машин в 60-е, 70-е годы, это было прямо большое инженерное достижение. И вот рядом с Воробьевыми горами продолжается парк, который называется Нескучный сад. Вы видите, какой это красивый, зеленый, огромный парк Москвы. Он появился здесь в XVIII веке, и с тех пор он является парком, где можно отдыхать, гулять, развлекаться и так далее. Здесь можно кататься на велосипеде или на роликах, или на самокате. Но можно просто гулять, отдыхать и получать удовольствие. Часть Нескучного сада уже давно носит имя Алексея Максимовича Горького, великого пролетарского советского писателя. Парк Горького. Здесь, вот вы видите за мной, аттракционы, сюда приходят гулять с детьми, и я в своем детстве сюда приходила. Это любимое место отдыха.
А вот за этим красивым Крымским мостом сейчас будет один из самых важных музеев Москвы, который вы уже знаете, это Третьяковская галерея. Здесь можно посмотреть русское искусство XX века. Здание некрасивое, его очень долго строили, 30 лет, но внутри это хорошее, удобное для музея помещение. Поэтому самые лучшие картины XX века, русский советский авангард, все это вы можете здесь увидеть. Но не только. Вокруг этого музея, вокруг новой Третьяковки, как мы говорим, сделали очень интересное пространство на открытом воздухе. Это называется парк искусств, музеон. Тоже очень много разных скульптур советского времени сюда привезли, и теперь можно гулять по парку совершенно бесплатно и знакомиться с искусством, зайти в кафе, в ресторанчик, заняться спортом, если у кого-то есть желание. Ну и, конечно, прекрасно провести время, отдохнуть. И вот вы видите тоже современный памятник. Это памятник русскому царю, императору Петру Первому. Петр I родился в Москве, он не родился в Петербурге, но Москву он не любил. А москвичи все-таки помнят, что Петр – это москвич. С моей точки зрения, памятник не самый удачный. Как-то он требует большого пространства, океана или моря, а на Москве-реке для масштаба реки он немножечко великоват. Но тем не менее, у нас тоже в Москве есть Петр I. Это бывшая фабрика, которая делала разные сладкие вещи, кондитерские изделия, как мы говорим, конфеты, пирожные, печенье и так далее. Фабрика называлась «Красный Октябрь», а сегодня это центр искусства. Это называется дизайнерский центр «Стрелка». Здесь есть институт дизайна, здесь есть художественные галереи, и, конечно, здесь есть рестораны и кафе с оттенком художественный, куда можно пойти и получить большое удовольствие, потому что очень красивая панорама. А прямо напротив стрелки вы видите известное всей Москве здание главного московского храма. Это храм Христа Спасителя. История его удивительна, потому что его построили в XIX веке, потом его сломали, и потом уже в конце XX века его восстановили. Это главный, повторяю, храм Москвы, патриарший храм всех православных, поэтому мост, который ведет к этому храму, мост пешеходный, называется Патриарший мостик. А вот это здание, дом на набережной. У нас есть специальное видео, которое посвящено истории этого дома и тем людям, которые там жили. Это очень интересно. С Москвы-реки очень хорошо видно главную достопримечательность города – это Московский Кремль. Кремль у нас – это крепость, и здесь хорошо видно эти красные стены из красного кирпича, которые были построены с помощью итальянских архитекторов и инженеров в конце 15 века. Вот как их так поставили, так они и стоят. Рядом с Кремлем и Красной площадью недавно, в 2017 году, появился парк вот с таким необыкновенным мостом. Его называют «Парящий мост». Это парк и культурный центр с музеями и концертным залом, называется парк Зарядье. Находится Зарядье в старом районе Китай-город. И вот на замечательном речном трамвайчике под названием «Фортуна», то бишь «Удача», мы здесь, на причале Китай-город, закончили свою поездку. Счастливо! До встречи в нашем проекте «Москва по алфавиту».